Открой. Боже мой, Джон! Та самая, да? Ты знаешь, сколько я ее искала? Знаю. Спасибо. Как здесь и была. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о странных событиях, произошедших при съемках фильмов ужасов, и об актерах фильмов ужасов, которые погибли после съемок при мистических или роковых обстоятельствах. Одни говорят, что это проклятие, другие говорят, что они повторили судьбу своих героев на экране. Поехали! Шкатулка проклятия. Фильм о девочке-подростке. В жизни у нее не все хорошо, но скоро станет еще хуже. Она покупает шкатулку, которая приносит людям несчастье. На съемках то и дело происходили странные вещи. Без видимых причин выходили из строя осветительные приборы. Участники съемочного процесса все время чувствовали дуновение ветра, однако съемки проходили в закрытом помещении. С самой шкатулкой произошла неприятная ситуация. После завершения съемок все реквизиты убрали на склад. Через некоторое время произошел пожар, от шкатулки ничего не осталось. Причину пожара так и не выяснили. Тайны старого отеля. Фильм повествует о двух работниках отеля. Отель на грани закрытия. Люку и Клэр нечем заняться. Они начинают охоту на призраков, где об отеле ходит много слухов. Говорят, что там живут привидения. Некоторые критики отзывались о фильме не очень хорошо. Многие сцены предсказуемы, ничего нового и необычного для зрителя. Зато на съемочной площадке было по-настоящему страшно. Сами по себе открывались и закрывались двери, приборы выходили из строя, а потом, как ни в чем не бывало, начинали работать. Актеры были в панике. Каждую ночь всем участникам съемочного процесса снились кошмары. Невозмутимым оставался лишь режиссер Тай Уэст. Только благодаря ему фильм удалось снять. Он всех успокаивал, подбадривал и просил не обращать внимания на необычные явления. Ужас Амитивилля. Фильм «Ужас Амитивилля» сняли в 1979 году. Съемки его прошли не идеально. Казалось, что в процессе все время кто-то вмешивается. Съемочной группе пришлось очень сильно понервничать. Фильм основан на реальных событиях. Мужчина застрелил своих родителей, сестер и братьев, пока те спали. Это произошло в 3:15 ночи. Позже этот дом приобрела другая семья. Через 28 дней они сбежали оттуда, ничего не взяв из вещей. Сначала участников съемок испугал труп мужчины, который нашли у берега. Многие актеры просыпались в 3:15 ночи, именно тогда, когда произошли ужасающие события. Кэти и Джордж Лутц, прототипы главных героев и по совместительству жена и муж настоящей жизни, купили после съемок фильма «Страшный дом» и погибли в нем через год при неизвестных обстоятельствах. Проклятие Аннабель. Леденящая душу история. Молодой мужчина выбирает для своей жены подарок. Его внимание привлекает старинная кукла. Однажды ночью на их дом нападают сатанисты. Через некоторое время в доме начинают происходить странные вещи. Такие же вещи происходили и на съемочной площадке. Участники проклятия Аннабель повсюду замечали отпечатки когтей. Также произошел инцидент с осветительным прибором. Он упал на актера во время съемок. По сюжету фильма мужчина должен был погибнуть по этой же причине. Кинематографисты приняли решение вырезать эту сцену. В фильмах всегда есть место вымыслу. Телевизионная кукла предстает на экране раскрашенной фарфоровой игрушкой. А как выглядит Аннабель в реальной жизни? В реальности ее внешность имеет мало общего с голливудским аналогом. Обычная тряпочная кукла, неброская и неприметная. На фотографиях видно, что у Аннабель круглые глаза, треугольный нос, то ли рыжие, то ли каштановые волосы. За год до этого фильма сняли фильм «Заклятие», тоже с участием этой куклы. Но в процессе съемки тоже происходили странные вещи. Например, режиссер неоднократно просыпался ночью от того, что его собака беспокойно себя вела. Она как будто кого-то отгоняла от него, пока он спал. Изгоняющий дьявола.
Фильм снят в 1973 году, и все мистические события происходили именно в то время. «Изгоняющий дьявола» называли самым страшным фильмом всех времен, возможно, не только потому, что он пугает зрителя. Во время съемок произошло столько ужасных событий, что о нем даже сняли документальный фильм. В основе сюжета «Изгоняющего дьявола» история девочки, в которой вселился дьявол. В то время такие фильмы еще не снимали. Он был первым. Актрисы, которые играли главных героинь, получили тяжелые травмы. Сгорел павильон, в котором шли съемки фильма. Многочисленные смерти актеров и их родственников. Неизвестно, что это, совпадение или действие потусторонних сил. Ворон. Фильм 1994 года. Главный актер фильма Брэндон Ли, играющий Эрика в этом фильме, американский мастер боевых искусств, а также сын знаменитого мастера восточных единоборств и актера Брюса Ли. Сам фильм повествует о печальных событиях. В Хэллоуин банда грабителей ворвалась в дом молодой семьи. Они убивают Эрика и его невесту. Через год Эрик встает из могилы. Он хочет отомстить этим отморозкам за себя и свою любимую женщину. Но только теперь Эрик ворон. Во время съемок фильма происходили странные вещи. Актеров било током. Все время кто-то получал травмы. Также были пожар, ураган и разрушенные декорации. Но, пожалуй, самое трагическое событие – это гибель актера. Брэндон Ли погиб от выстрела из револьвера. В нем застряла заглушка, она вместе с холостым патроном вошла актеру прямо в живот. Брэндона сразу забрала скорая. Операция продолжалась 5 часов, но кровотечение остановить так и не удалось. Актер погиб в возрасте 28 лет, за 2 недели до собственной свадьбы. Полтергейст. Первый фильм вышел в 1982 году. Семья Боуэн покупает новый дом, но радость от покупки длится недолго. В доме начинают происходить странные вещи. Дело в том, что здесь живет полтергейст, и он уже не оставит семью в покое. Фильм имеет дурную славу. Молодую девушку-актрису Доминик Дан задушил ее бойфренд. Это произошло после премьеры фильма. Через несколько лет погибли Уилл Сэмпсон и Джулиан Бек. Во время съемок третьего «Полтергейста» в 1988 году загорелся павильон с реквизитом. Несколько технических работников попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. Юная Хезер О'Рурк умерла в 1988 году от инфаркта миокарда, вызванного септическим шоком из-за стеноза кишечника. Девочке было всего 12 лет. С третьей частью франшизы связана еще одна темная история. Во время съемок промо-кадров для фильма актриса Зельда Рубинштейн почувствовала толчок и на секунду потеряла равновесие. По завершению фотосессии Рубинштейн узнала о смерти матери и улетела на похороны. Слишком много смертей для одного фильма. Омен. Фильм 1976 года. Создатели фильма «Омен» преследовали смертельно опасные ситуации, например, автокатастрофы и непредсказуемой агрессии дрессированных животных. Режиссеры Ричард Доннер и актер Грегори Пек в различных ситуациях избежали смерти лишь по счастливой случайности. Сын Грегори покончил с собой незадолго до начала съемок. Бутафор Элизабет Мур погибла в автокатастрофе вскоре после премьеры, а во время съемок создатели фильма преследовали молнии. Их неоднократные удары были направлены на разных участников съемочного процесса. Наверняка все-таки существует проклятие, или это все может быть совпадение, но если это совпадение, то их слишком много. Каково ваше мнение? А вы любите фильмы ужасов? Пишите в комментариях.